Здравствуйте! Я рад приветствовать всех искренних ищущих, всех людей Дхармы. И мы продолжаем наши эфиры, наши видео на тему о мистике от А до Я. Сегодня мы коснемся самой мистической темы, самой непонятной темы. Это что же такое эго, что такое эго-структура, как мы ее понимаем в нашем учении. Это, так как эго является по сути мистификацией, то мистика это как раз то, что исследует это повреждение сознания. То есть мы в прошлый раз с вами разговаривали о исцеленном, о здоровом секторе сознания, который называется душа, и взращивая который можно исцелить все сознание. Сегодня мы поговорим о поврежденном секторе сознания, что это за повреждение, и это повреждение называется возникновение эго-структуры. Эго-структура – это возникновение некой отдельной, независимой сущности внутри индивидуального сознания, притязающей на роль, можно сказать, субъекта, обладающего некими функциями. Это такой ложный субъект в сознании, который на разных уровнях притязает на разные функции. Сейчас я приведу вам пример. Например, в ментале, появляясь вот этот живущий в ментале, он обладает выбором, он обладает свободой воли, он обладает альтернативными некими возможностями. Потому что только ментал может предоставить библиотеку альтернативных возможностей. Поэтому, например, живущий в ментале – это вот тот автор-делатель, который мучается выбором, который мучается некими альтернативными вариантами, потому что только ментал может предоставить альтернативные возможности. Вы понимаете, да, что ментал – это, по сути, такая библиотека, где очень много информации, где очень много различного опыта записанного, опосредованного, непосредственного. То есть все там складируется как некое понимание, некие концепции. То есть все, что вы когда-либо видели, слышали, записывается в некие файлы информационные. И вот живущий в ментале – это тот, кто рассматривает всю эту библиотеку как свои возможности. Понимаете, почему этот живущий в ментале приносит очень много страдания? Потому что у него всегда есть причина опечалиться, как и причина возгордиться. То есть всегда идет противопоставление этих вариантов из библиотеки, и это все противопоставляется тому единственному варианту, который происходит прямо сейчас. И вот в зазоре между тем, что есть, и этими альтернативными вариантами, которые могут быть как хуже его, так и лучше его, в этом зазоре создается иллюзия наличия какого-то живущего, какого-то выбирающего. И вот мы в шутку называем этого живущего в ментале решалой. Он все время решает, что делать, как быть. У него вечно куча альтернатив. И посмотрите на момент сейчас, на то, что происходит. Этот момент сейчас безальтернативен. Вот такой у нас первый или самый глубокий вид живущего, появляющегося в ментале. Многие учения вообще останавливаются и говорят, что эго – это чисто ментальная конструкция. Нет, мои хорошие. Эго – это очень глубокое переживание отдельной сущности, отдельного живущего, который пронизывает все сознание. Это появляется в сознании, это ложная сущность, и сознание ее принимает за себя.
Вы же понимаете, в этот момент опыт сознания уже уходит, и появляется опыт живущего в сознании. Вы можете называть это ложным сознанием, вы можете называть это ложным субъектом, можете называть это эго. Можете называть вот этим переживанием некой отдельной обособленной сущности. Потому что этот живущий, он все время отгораживается от феноменов, но всегда проверяет их через отношения с ними. Я уже говорил, есть много версий, почему сознание начало эту игру в себя внутри собственного содержания. И эта ложь, она ведет к страданиям, но она наверняка имела какое-то основание. Но тема нашей беседы — рассмотреть именно это повреждение сознания появлением этого живущего в нем. И вот мы коснулись первый уровень живущего. Это живущий в ментале, постоянно перебирающий варианты функционирования, мучающийся альтернативами, якобы обладающий выбором, свободой воли, но все время ему что-то мешает сделать этот выбор действительно качественно. Второй уровень живущего — это так мы называем это живущий, например, в теле. Живущий в теле — это немножечко другая система, она поддерживается больше нервной системой. И живущий в теле — это постоянное напряжение внутреннее в рамках наших индивидуальных 6 тел. Напомню, вы можете посмотреть видео об индивидуальности, и там мы перечисляем эти индивидуальные тела, кроме сознания, 6 тел. Вот они создают иллюзию наличия в них некого жесткого центра, контролирующего мысли, чувства, ощущения, энергию, энергетику нашу, физическое тело и так далее. То есть создается впечатление наличия некого жесткого центра внутри индивидуальности. Это, я надеюсь, вам понятно. Вот этот живущий — это не совсем тот же живущий, что в ментале, потому что у него нет альтернативных вариантов происходящего, у него есть глубокое неприятие того, что происходит. Это такой как бы контролер. Это тот, кто говорит: я не переживу это, я не переживу это меня убивает, это меня мучает, у меня не такие мысли, у меня не такие чувства. Но он не имеет альтернативных вариантов. Их имеет живущий в ментале, поэтому туда частенько происходит переброс, и там уже раскручивается, как я должен был себя вести, как я должен мыслить, как чувствовать, какие ощущения. Это такой переброс между живущими. По сути, ведь это один живущий, но с разным набором функций и поддерживаемый разными уровнями индивидуальности. Посмотрите на это честно. У нас этот живущий, когда уходит из ментала, например, когда мы говорим «ментал исцелен», в нем больше нету этого живущего, все равно эго-структура остается и пытается перезапустить вот этот ментальный внутренний диалог, эти размышления об альтернативной реальности и так далее. Третий вид. Часто мы вот этого живущего в индивидууме называем штырь. Потому что, такое переживание он приносит, что наше тело все время на каком-то штыре находится. Это и как вот, если представить в очень так шуточной манере, что наши 6 тел — это как шашлык на каком-то шампуре. И еще и прокручивается. Постоянный какой-то дискомфорт, боль, неприятие, ощущение какой-то жесткости внутри этих тел. Это и есть вот этот иллюзорный центр, который призван курировать чувства. Вот когда вы говорите: блин, вот у меня такие чувства, все не так, все вот я хочу то, я не хочу это. По сути,
это соединение живущего в теле с живущим в ментале. Сначала вы переживаете некий дискомфорт от этого штыря, потом вы перекидываете энергию к живущему в ментале, и он начинает выстраивать некие альтернативные варианты. Третий вид живущего – это живущий в мире. Он переживается как некий скафандр вокруг физического тела, потому что этого живущего поддерживает именно энергетическое тело. Он создается через энергетическое тело. Это противопоставление индивидуума физическому и другому миру. То есть помните, когда мы рассматривали индивид, я говорил, что граница индивида, она условна, а здесь она становится довольно жесткой. Идет противопоставление себя другим, себя и миру, и вот этот мир начинает идти на меня войной. Есть постоянное ощущение предчувствия опасности, напряженности. Ко мне плохо относятся, ко мне несправедливы. Я хочу заметить, это не в голове. Это прямо в прямом непосредственном опыте переживания постоянное агрессивности мира по отношению ко мне, опасности от мира. Я не часть мира, я не часть этой среды. Я отделен, я независим, я отдельная сущность, на которую нападает этот агрессивный мир. Это касается и физики, и энергетики, и микробиологии. Вирусы прям меня хотят съесть и так далее. Вот эти все страхи по отношению к внешнему продиктованы наличием этой эго-структуры, этого скафандра, который все время находится в напряжении, и создается впечатление, что он защищает индивид. Он защищает. На самом деле это очень жесткая система эго-структура такая, которая противопоставляет индивид и мир. И здесь тоже не обязательно существуют альтернативы какие-то. Здесь просто есть неприятие мира, страх перед миром, ощущение опасности и так далее. Вот такой живущий в мире. Четвертый уровень, самый глубокий, сейчас вы поймете, о чем я говорю, это живущий в сознании. Это первая претензия на появление этой сущности, которая уже обладает некими функциями. Иногда мы его называем, если там у нас решала, штырь, скафандр, то это мы иногда называем эзотерик, иногда называем большой босс, потому что у него реально глобальные вопросы. Например, вот это гамлетовское «быть или не быть», различные эзотерические темы, различные прошлые жизни, присвоенные кем-то. Я был там, я был там. Это живущий в сознании. Он занимается всеми эзотерическими вопросами, глубинными вопросами, духовными вопросами. Это такое эго довольно глубокое. Оно в течение дня тоже иногда у нас проскальзывает, когда мы задумываемся о смысле жизни, когда мы там маемся какими-то глобальными вопросами, там быть или не быть, или там пустота и полнота, до и после, чем все закончится, а что было до. Нам кажется, это глубокие, правильные вопросы. На самом деле это вопросы, связанные с этим живущим в сознании. У него очень странное отношение к содержанию сознания, потому что он противопоставлен всему содержанию сознания. Он находится в глубочайшей обороне, и все содержание сознания, по сути, может стать для него неприемлемым. То есть, когда возникает вот это глобальное неприятие всего, не только мира, но и индивидуума, но и вообще всего содержания, вы знаете, что вы перешли на уровень вот этого живущего в сознании, который противопоставляет себя всему содержанию сознания. Это четвертый тип живущего, этой ложной сущности, которая возникает, наверное, одной из первых. И теперь коснемся пятого уровня. У нас всего 5 уровней вот этой эго-структуры в нашем учении. Это
живущий в сознании, но без качеств. Самый тонкий вид эго – это появление ложного субъекта, ложного центра, у которого еще нет функций. Это самое таинственное эго. Многие думают, что когда они на него выходят, они вышли на себя истинного. Но это даже не сознание, и тем более не субъективность. Это копия субъективности в индивидуальном сознании, такое вот просто «я», которое лишено всяких качеств. И оно частенько очень тормозит исследование. Это мы его называем человек-невидимка такой. Когда вы исследуете эго-структуру, частенько эго-структура сбрасывает все полномочия, все функции, все навесное оборудование, все претензии, и остается таким чистым, как слеза младенца. Я, и все. И вот это просто я, это первое эго, возникшее в сознании. И оно, это как человек-невидимка, реально разделся полностью, снял с себя все и стал невидим. И идет просто переживание вот этого «я». Вот это просто переживание «я», первый уровень эго-структуры. Потому что как только ситуация успокоилась, исследование прекращено, осознание ушло оттуда, он опять начинает подбирать наряды и становится живущим в сознании, живущим в мире, живущим в теле и живущим в голове. Вот такие 5 типов живущих мы рассматриваем в виде, по сути, одной темы. Повреждение сознания наличием ложной сущности или ложного субъекта. На сегодня, я думаю, достаточно. Тема довольно сложная. Мы, возможно, к ней будем возвращаться и более детально рассматривать этих живущих. Вы будете узнавать это в своей структуре сознания и будете более готовы к пониманию, что такое эго. Спасибо за внимание. Сейчас, как обычно, по традиции, минуточка молчания. Спасибо еще раз. До новых встреч.